Всем привет! Сегодня для вас я приготовила вот такую вот красивую модель слитков. Вяжутся они буквально за часа два работы, а выглядят очень красиво и нарядно. Слитки я вязала из пряжи Alize Superlana Maxi. Метраж данной пряжи в 100 граммах 100 метров. Состав 75% акрила и 25% шерсти. Вязала спицей 4,5 мм. Прежде чем приступить к вязанию вот таких вот красивых слитков, давайте разберемся с принципом их вязания, чтобы вы их смогли связать на любой размер вашей ножки. Я свои слитки вяжу на размер ножки 37-38. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует длина стопы в сантиметрах. И для 37 размера соответствует длина стопы 23,5 сантиметра. Для 38 размера 24,5 сантиметра. Я возьму среднее значение 24. И от этого значения отниму 10% на растяжение, так как наше полотно очень хорошо тянется. Это получается 21,6 сантиметра. Округлю в большую сторону до 22 сантиметров. Получается, ширина моей заготовочки должна получиться 22 сантиметра. Данная ширина полотна отвечает за размер слитка, который получится у вас. А именно высота у всех будет одинаковая, примерно 19-20 сантиметров. Поэтому можете связать образец платочной вязкой и измерить плотность вашего вязания. Чтобы мне получить 22 сантиметра ширину полотна, я здесь вот набирала 31 петлю. Почему 31 именно петля? Потому что раппорт данного узора составляет 2 петли в ширину плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочных. Как раз таки 31 петля у нас хорошо ложится в раппорт данного узора. Получается ширина полотна 22 сантиметра у меня для моего размера ноги. А именно высота получается у всех одинаковая. В самом начале я связала 3 раппорта данным узором. И эти 3 раппорта у меня составили 5,5 сантиметров. Соответственно, в самом конце также я провязала 3 раппорта данным узором, и они у меня составили также 5,5 сантиметров. 20 сантиметров, которые я должна в итоге получить, отнимаю 5,5 сантиметров с одной стороны и 5,5 сантиметров с другой стороны. Поэтому вот эту вот именно часть я провязывала 9 сантиметров. Вы также рассчитаете для себя, сколько сантиметров у вас должна быть ваша заготовочка. В самом конце я закрываю петли, и остается только сшить наше полотно. У нас в полотне получается 2 шва. Один шов идет по мыску, второй по задней части слитка. Но швы, смотрите, аккуратные, совершенно незаметные, ни с какого дискомфорта вашей ножки они не принесут. Очень гладенькие получаются. Таким образом у нас выглядит наша подошва. И вот такой вот очень красивый оригинальный следок. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спицу номер 4,5 я набрала 31 петлю. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста. Если вы решили, что вам нужно набрать либо больше петель, либо меньше, набираем столько петель, сколько вам необходимо. Получается раппорт нашего узора 2 петли плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. И далее мы с вами начинаем провязывать уже первый ряд раппорта узора. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, на протяжении всего вязания. И далее все петли на протяжении первого ряда мы провязываем лицевыми. Вот таким вот образом.
Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей также на протяжении всего вязания. Переворачиваем наше вязание и приступаем ко второму ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующую петлю провязываю лицевой. Далее петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Данные две петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. Одну петлю провязываю лицевой, вторую петлю снимаю на правую спицу, не провязывая, рабочая нить за работой. Обратно одну петлю провязываю лицевой, вторую снимаю, не провязывая. Одну провязываю лицевой, вторую петлю снимаю, не провязывая. И таким образом мы провязываем полностью второй ряд. В самом конце у меня остается на левой спице 2 петли, провязываю одной лицевой. И последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее следующие 2 петли мне нужно провязать вместе с наклоном вправо за верхние стеночки петель. Вот таким вот образом. Далее делаю накид. Данные 2 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. 2 петли провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. Далее делаю накид. Обратно 2 петли провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. Далее делаю накид. Таким образом мы провязываем полностью весь наш третий ряд. В самом конце я сделала накид. У меня остается на спице левой 2 петли, провязываю 1 лицевая петля и 2 кромочная. Четвертый ряд с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли мы провязываем изнаночными. Накиды также провязываем изнаночной за верхнюю длинную стеночку петли. Вот таким вот образом провязываем все петли именно в четвертом ряду изнаночными. Мы с вами провязали один раппорт узора в высоту из 4 рядов. Далее я еще самостоятельно сейчас провяжу 2 вот таких вот раппорта. Получается 8 рядов. Всего у меня должно получиться 3 раппорта в высоту вместе с вот этим первым раппортом. Встретимся, когда у нас в заготовочке будет располагаться 3 данных раппорта. Я провязала самостоятельно еще 2 раппорта. Всего у меня сейчас в заготовочке располагается 3 раппорта данного узора. Далее мы нить рабочую обрезаем, она нам больше не нужна. И сейчас будем присоединять нить второго цвета. Если померить в сантиметрах, высота вот этой вот заготовочки составляет примерно 5,5 сантиметров у меня. Далее я прикладываю нить второго цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли я провязываю лицевыми. Вот таким вот образом провязываем полностью весь ряд. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей на протяжении всего вязания. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Переворачиваем заготовочку на изнаночную сторону, приступаем ко второму ряду. Первую кромочную петлю снимаю, не провязывая, и далее обратно провязываем все петли лицевыми. Вот таким вот образом провязываем второй ряд. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Мы, получается, с вами провязали 2 ряда, и данные 2 ряда образуют одну платочную дорожку. Вот таким вот образом она у нас сейчас выглядит. Далее будем провязывать самостоятельно все петли как в лицевом, так и в изнаночном ряду лицевыми, за исключением кромочных.
Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту вот часть, и далее сейчас будем провязывать вот эту вот вторую часть, именно ниточкой второго цвета. Если посчитать по платочным дорожкам, у меня здесь провязано 11 платочных дорожек. Это 22 ряда, именно ниточкой темного цвета. Но вы больше ориентируетесь не на количество провязанных рядов, а на количество сантиметров, так как пряжа и плотность вязания у нас могут отличаться. Так как вот эта вот часть у меня получилась 5,5 сантиметров, соответственно, вторая часть в самом конце у нас также получится 5,5 сантиметров. Сложим две вот эти вот части, это получается 11 сантиметров. А всего наша деталька должна получиться около 20 сантиметров. Соответственно, вот эта вот темная часть у меня должна получиться 9 сантиметров. Вяжем вот эту темную часть на высоту 9 сантиметров. Это у меня 11 платочных дорожек, либо 22 ряда. Я провязала вот эту вот часть ниточкой темного цвета. Получается, всего у меня вот здесь вот провязано 22 ряда, либо 11 платочных дорожек. Если померить в сантиметрах, вот эта вот часть у меня составляет 9 сантиметров. Вы, как я уже повторюсь, ориентируйтесь больше не на количество провязанных рядов, а на количество вывязанных сантиметров. Здесь в данной модели слитков главное вывязать необходимое количество сантиметров, чтобы попасть в размер ножки. Далее мы рабочую нить обрезаем, только обрезаем немножко побольше, чтобы сшить нитью вот этот вот участок шва. И далее будем присоединять нить желтого цвета и точно такую же часть провязывать далее. Прикладываю нить желтого цвета, первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее провязываем первый ряд раппорта нашего узора. И как мы помним, первый ряд у нас провязываются все петли лицевыми. Довязываем ряд вот таким вот образом до конца самостоятельно. Последняя кромочная петля, не забываем провязывать изнаночной петлей. Второй ряд с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая петля. Следующую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Данные 2 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. 1 лицевая петля. Следующую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. И таким образом мы провязываем полностью весь второй ряд. Третий ряд с лицевой стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее провязываю 2 петли вместе, одной лицевой за верхние стеночки петель с наклоном вправо. Вот таким вот образом. Далее делаю накид. Дальние 2 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. 2 петли провязываю вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Далее накид. 2 петли вместе провязываю, одной лицевой с наклона вправо, далее накид. И так мы провязываем полностью весь наш третий ряд. В самом конце, когда у нас останется 2 петли на левой спице, одну петлю провязываем лицевой и последняя кромочная провязывается изнаночной. Довязываем третий ряд до конца. Четвертый ряд с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли мы провязываем изнаночными. Смотрите, накиды провязываем за длинную стеночку петли, также изнаночной петлей. Вот таким вот образом провязываем полностью весь четвертый ряд. Один раппорт узора из 4 рядов мы с вами вместе провязали. Далее провязываете самостоятельно второй раппорт узора из 4 рядов.
И третий раппорт узора, но только 3 ряда. Четвертый ряд мы с вами провяжем вместе. И при провязывании четвертого ряда в третьем раппорте узора мы с вами закроем все петли. Поэтому встретимся в четвертом ряду третьего раппорта узора. Я провязала, получается, самостоятельно второй раппорт узора и 3 ряда третьего раппорта узора. И сейчас при провязывании четвертого ряда мы с вами закроем петли. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее провязываем 1 изнаночная петля. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Следующий накид также у нас провязывается изнаночной петлей. Теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Обратно петелька провязывается изнаночной петлей. Теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И вот такой вот край у нас с вами будет получаться. Закрываем все петли таким образом до самого конца, пока у нас не останется на спице одна открытая петелька. Получается, петлю провязываю изнаночной, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Край сильно не затягивайте, чтобы ваше полотно было эластичным. Вот таким вот образом. Вот такой вот край у нас с вами получился. Так он выглядит с изнаночной стороны и вот так вот с лицевой стороны. У нас осталась одна открытая петелька. Нить рабочую мы обрезаем и далее продеваем в открытую петлю. Затягиваем. Все, на этом заготовочка для слитка у нас связана. Осталось только сшить. Смотрите, где у нас располагаются кончики, это у нас будет задний шов, а вот с этой стороны будет мысочек. Изначально мы с вами сошьем задний шов, складываем нашу заготовочку пополам, получается лицевая сторона снаружи, изнанка внутри. И вдеваем в иголочку нить желтого цвета. Сейчас сошьем вот эту вот часть шва. Сначала ввожу иголочку в противоположную сторону за 2 дужки кромочной петли, при этом соединяя данные 2 стороны. Можно еще раз продеть в иголочку с одной стороны и со второй стороны. И теперь смотрите, будем сшивать данный шов за кромочные петли. Только одну дужку. Дужка, которая располагается ближе к лицевой стороне. Смотрите, у петли есть 2 дужки петли. Одна дужка располагается ближе к изнанке, вторая ближе к лицевой стороне. Получается, ввожу свою иголочку за дужку кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне с одной стороны и со второй стороны. Обязательно иголочку вводим с изнанки на лицо, снизу вверх. С одной стороны, с изнанки на лицо. И со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. И таким образом мы сшиваем всю желтую часть слитка. Вот эту вот часть слитка я сшила, далее шов разровняем, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Выводим желтую нить на изнаночную сторону и по изнанке закрепим ее и обрежем. Далее вот эту вот часть я буду сшивать уже ниточкой второго серого цвета. Вдела в иголочку серую нить, и теперь таким же образом мы будем сшивать дальнейший шов. Ввожу свою иголочку снизу вверх за дужку кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, с одной стороны и со второй стороны, с одной стороны и со второй стороны. И таким образом мы сшиваем полностью весь шов. Шов, получается, я сшила. Вот так вот он у нас выглядит с лицевой стороны. Вот так вот с изнаночной стороны.
Далее рабочую нить выводим на изнаночную сторону, закрепим нить по изнанке и обрежем все кончики, которые у нас остались. Далее мне осталось сшить мысочек, и изначально мы стянем вот эти вот все темные петли между собой. И для этого я вдела в иголочку нить серого цвета, но нить взяла чуть-чуть потоньше. Так как нить у нас толстенькая, я ее расслоила напополам, вот таким вот образом, и взяла для сшития только половинку, допустим, вот эту вот часть. Далее с помощью иголочки продеваем нить вот таким вот образом сквозь все петли, именно темного цвета. И затем завязываем в узелочек и стягиваем их между собой вот таким вот образом. Далее с изнаночной стороны мы еще прошьем по кругу все эти петли. Кончики вот эти вот прячем по изнаночной стороне и обрезаем. Вот таким вот образом мы стянули вот эти вот все петли. Далее я в иголочку вдела нить желтого цвета и будем сшивать, начиная вот отсюда, полностью весь наш шов. Ввожу иголочку в серединку. Смотрите, именно вот этот шов я буду сшивать не за кромочные петли, а петли внутренние, которые находятся сразу за кромочными. Получается, ввожу иголочку снизу вверх с одной стороны и таким же образом со второй стороны. С одной стороны и таким же образом со второй стороны. Получается, с одной стороны и со второй стороны. И вот так вот мы сшиваем полностью вот этот вот весь шовчик. Шов я сшила, теперь мы его подсоберем, подтянем рабочую нить, чтобы он очень плотненько лежал друг к другу. Но чтобы полотно не получилось ни в коем случае в гармошечку. Вот таким вот образом. И далее будем сшивать оставшийся шов наш по мыску. По мыску дальше я буду шов сшивать таким же образом, как я сшивала задний шовчик. Ввожу свою иголочку за дужку кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. С одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. И вот таким вот образом мы будем сшивать полностью вот этот вот шовчик. Получается, с одной стороны за дужку кромочной петли и со второй стороны. Смотрите, насколько нужно сшивать вот этот вот шовчик. Если у вас есть возможность примерить данную заготовочку на ножку, примеряйте на ногу и сшивайте по вашей ноге. Максимально комфортно, чтобы у вас следок сидел на ножке. Если посмотреть на готовом следке, вот эта вот часть, куда должна проходить ножка, у меня составляет примерно 11,5 сантиметров. Но вы ориентируйтесь по своей ножке. И если вам захочется сшить данный шов повыше, либо пониже, здесь на ваше усмотрение. Главное, чтобы вам максимально комфортно сидели данные следки на ножке. Вот так вот данный шовчик смотрится на манекене ножки. Поэтому сейчас самостоятельно сшиваем дальнейший шов. Встретимся, когда шов будет сшит. После того, когда шов сшит, вот таким вот образом он у меня выглядит с лицевой стороны. И вот такая вот у него изнаночка. Далее мы шов разравниваем, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Рабочую нить выводим на изнаночную сторону, закрепим по изнанке и обрежем. И после того, когда сшили мы все швы, спрятали все кончики, вот такие вот красивые, очаровательные, очень нарядные следки у нас с вами получились.
Выглядят они очень красиво, как я повторюсь, вяжутся буквально за 2 часа работы. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Обязательно переходите на старые мои видео, там тоже очень много интересных моделек. Пару моделек я сейчас вам предоставлю на экране. Также переходите на мой канал в Яндекс.Дзен, я там тоже много чего интересного выкладываю. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотры. Всем пока-пока.